Всем привет, друзья! В эфире ваш дизайнер интерьера, и сегодня Андрей, мой коллега, дизайнер интерьера, расскажет вам о своем загородном доме. Дом небольшой, площадью порядка 70 квадратных метров, это модульный дом, и Андрей расскажет о всех плюс и минусах модульного строения. Всем привет! Сейчас я расскажу, с чего здесь все началось. Начать хочу с того, что мы и не помышляли ни о каком загородном доме вообще. Жили себе в городе, были городскими жителями, и нам ничего другого было не нужно. Но случилась пандемия, и всю весну 2020 года мы просидели буквально в 4 стенах, в коробке, в изоляции, и появилось какое-то огромное желание приобрести участок, чтобы был вокруг простор, чтобы можно было выйти погулять. И тогда ведь еще казалось, что пандемия это будет вечной, и мы все время будем сидеть дома, а в доме сидеть оно как-то интереснее. И дистанционно работать, кстати, тоже. И мы приступили к поиску участка. Теперь я являюсь экспертом, точно экспертом в подготовке участка под строительство дома. Потому что моя подготовка участка была совершенно безумной. Здесь был лес, и, соответственно, я решил, что я лес оставлю, насыплю здесь площадку из песка под сваи и, собственно, забью ЖБ-сваи, бетонные. Это очень классное решение, это действительно хорошие сваи, они длиной 5,5 метров, они обалденно держат, тут можно небоскреб построить. Но с подготовкой участка это было, конечно, очень интересно, потому что я сделал очень много лишних движений. Я вначале насыпал эту площадку, потом насыпал парковку, потом другими подрядчиками я срубил весь лес на участке. Третьи подрядчики его корчевали, четвертые насыпали здесь песок, пятые делали газон. Это какое-то безумие. Это можно было сделать все одним разом. Сразу же срубить лес, насыпать песок, сделать газон и окей. Я же потратил, по-моему, в 4 раза больше денег, чем это нужно было. Еще важный момент. Грунты, они вообще подвижные, и на самом деле все куда-то движется, проседает, съезжает и так далее. Поэтому для ЖБ-свай нужна обвязка из металлопрофиля. Вот она здесь сделана, и это позволяет выровнять горизонт. То есть, чтобы какая-то свая вдруг не ушла, и часть дома просто не провалилась там с каким-то провисом. То есть здесь эта штука рассчитана, ну, это, собственно, грамотное решение, нормальное. А теперь переходим к самому интересному, собственно, к дому. В чем особенность этого дома? Это дом модульный, он состоит из 3 модулей, 3 на 8 метров. Они составлены друг к другу, и, собственно, такой дом может быть больше, меньше, можно купить 2 модуля, можно 1, можно 3, можно 4. От этого будет меняться его площадь. Это довольно интересный конструктор Лего. Также здесь 2 террасы. Террасы я вообще обожаю, я здесь летом сижу, работаю на компе, мне очень нравится. Это как бы терраса выходит на лес, и еще одна терраса при входе в дом, где висит такое подвесное кресло, можно почилить вечером. Главная идея модульного дома в чем? Что у вас стройка не идет на участке. Здесь не раскиданы доски, здесь не куча мусора, ничего не должно быть. То есть дом привезли, собрали и, собственно, через неделю уехали. У вас все чисто, все классно. С моим домом такое, конечно, не произошло благодаря строителям. Они почему-то собирали его почти 9 месяцев. Но это отдельная история, это просто мне не повезло. По логике оно должно быть так. А теперь обосную выбор цвета. Мне очень понравился именно темно-серый цвет, потому что здесь недалеко Скандинавия находится. И это какой-то отсыл к скандинавскому дизайну, к минимализму, к ограниченной цветовой палитре, когда ничего лишнего, когда все соответствует идее минимализма. Плюс, на самом деле, и со снегом этот цвет очень здорово смотрится, и с зеленью он как-то так оттеняет. Ну, поэтому, собственно, выбор был для меня очевиден. Ну, я и забор, собственно, такого же цвета выбрал, и дом такого же цвета. Все в одном цвете, очень собрано. Модули дома сделаны по каркасной технологии. Принцип в чем? То есть каркас, который внутри заполняется утеплителем, а снаружи это ветрозащита, внутри это пароизоляционная мембрана. Вот. И сверху, собственно, на обрешетке вот так вот закреплены доски. Ну, это достаточно просто и недорого. Также в доме панорамные окна. Про панорамные окна хотел сказать очень интересную штуку. Вот, в частности, про это панорамное окно. Это панорамное окно спальни. И, конечно, мой просчет. Его не надо было здесь делать, потому что эта сторона солнечная, и эта спальня очень здорово летом нагревается за счет такой площади стекла. Остальные панорамные окна, к ним вопросов нет. Я никогда не думал, что панорамные окна лучше располагать не на юг, а на север.
Но здесь, собственно, победа. Хорошо, что у меня в основном на северной стороне панорамные окна, они не вызывают никакого дискомфорта. Кстати, подобный дом подходит для небольшого участка, потому что здесь есть плоская кровля, которую можно тоже эксплуатировать. Ну, например, летом на ней загорать. Зимой не знаю, что на ней делать. Зимой не загорать. Но мы, собственно, не стали этого делать, потому что у нас достаточно здесь газона, своего участка. Нам есть где развернуться. Участок 10 соток, нам его хватает. Вот меня спрашивали, как же быть со снегом, который скапливается на крыше. Ну, собственно, во-первых, у него большая несущая способность. Здесь можно настроить еще второй этаж. Там хорошие несущие балки, снег никуда не денется. И он постепенно оседает, а, собственно, весной тает. Никакой проблемы с ним нет, дом перезимовал с этим снегом на крыше. Единственное, что хочу сказать про плоскую кровлю Технониколь, что здесь нужна высокая квалификация исполнителей работ. Потому что мои строители, которые делали дом изначально, они напутали. Там у меня текло, здесь у меня текло. Вот. И, собственно, мне пришлось эту кровлю переделать грамотно и хорошо. Но вот за этим вопросом надо следить. Этим летом случилась интересная история, которая никогда не случалась со мной до этого. У нас прямо здесь, на террасе, поселились ласточки. То есть они свили гнездо, вот можно его там увидеть. Почему-то они решили свить гнездо прямо вот над подвесным креслом и, собственно, выводить там своих цыплят, кого? Птенцов. Да, вот. Значит, птенцов. И было очень прикольно. Вначале птенцов не было видно, потом они начали оттуда показывать свои головы, а потом они торчали оттуда хвостами, они стали такими вот такого вот размера птицами, и они вот так вот торчали, как ромашка. То есть 7 таких ласточкиных поп. Ну, это было прикольно. Теперь они улетели, видимо, в следующем году должны вернуться, обещали. А это вторая терраса, которая находится на входе в дом. Пойдемте, покажу вам, что находится внутри. Сейчас мы в прихожей. Планировка дома очень простая. Вот, собственно, здесь прихожая. Здесь вход в первую спальню. Там у нас кухня-гостиная, ванная с душевой. И вторая спальня со входом из гостиной. Вот, собственно, и весь дом. В интерьере также ограниченная цветовая палитра, моя любимая, все оттенки серого. Собственно, здесь вот обрамлены проемы таким сереньким, белый и серый на стенах и, собственно, цвет дерева. Больше никаких цветов я стараюсь сюда не вносить, чтобы не было бардака. Потому что в домах с небольшой площадью я не советую делать какие-то яркие акценты в изобилии, потому что они только вносят сумятицу какую-то. Многие спрашивают, почему у меня здесь стоит клетка. Это же реально странная штука, да? Владельцы биглей знают, моя собака Бигль. Бигль, он грызет абсолютно все. Он может прогрызть насквозь внешнюю стену этого дома нафиг и просто убежать в лес. Поэтому, когда Биглюша наша остается здесь одна, мы ее закрываем в клетку, у нас просто нет другого выхода. Это единственный способ совладать с этой дикой охотничьей собакой. В кухне-гостиной планировка продумана таким образом, чтобы, сидя за обеденным столом, и, сидя на диване, можно было смотреть телевизор и, собственно, на огонь в камине. Ну, специально сделано таким образом, чтобы все могли общаться, участвовали в процессе. В кухне-гостиной находится стык двух модулей дома как раз. Вот здесь можно наблюдать, здесь декоративная такая накладка на этом стыке. В чем была вообще фишка нехорошая? Строители установили дом, вот эти два модуля, и почему-то первым делом кровлю делать не стали, а дом привезли поздней осенью. Естественно, на кровлю упало много снега, там появилась ледяная корка, и кровлю было не доделать. Ее надо было делать сразу, когда был доставлен дом. Это привело к тому, что когда зимой мы сюда приезжали, включали отопление, собственно, на стыке начинали появляться капли воды, либо вообще ручеек, который тек вот, собственно, между стыками, потому что кровли там фактически не было. Что касается отопления в этом доме, мы решили сюда не вешать никакого газового котла и подводить газ, хотя он здесь на поселке есть, по той простой причине, что стоимость котла и стоимость подвода газа, она не окупится здесь никогда. Площадь дома небольшая, и он энергоэффективен, потому что здесь, в общем-то, достаточное количество утеплителя, ветер его не продувает, и здесь один раз становится тепло, и тепло держится довольно долго. Отапливается дом при помощи инфракрасного теплого пола и конвекторов. И если вдруг на улице совсем минус 30, и уже прямо невозможно хочется погреться, то мы решили поставить еще печь для этой цели. Вот такая дровяная. Она не то чтобы сильно накапливает тепло, но возле нее можно посидеть, почилить, посмотреть на огонь. Миш, ты меня спрашивал, какие здесь еще животные есть, кроме ласточек, которые я показывал. Здесь вообще целый зоопарк. Мы как-то, подъезжая к поселку, увидели лося, который вот так вот в полоборота почему-то решил на нас смотреть и никуда не убегал. Здесь есть дети зайцев, я не знаю, зайчата они называются, мы много раз их видели. Лисы. Ну, змеи это не очень хорошо, змеи тоже есть. Вообще есть, наверное, все животные, весь зоопарк. Можно в зоопарк не ходить, можно вот здесь пожить и всех увидишь. Для городского жителя супер вообще. Реально очень интересно. Здесь продумана система вентиляции.
интересным образом. Вот этот блок, он с двигателем, он тянет воздух, а в комнатах находятся механические клапаны вентиляции, которые впускают воздух. И, соответственно, по всему дому вентилируется воздух, происходит движение воздуха. И очень хорошо это работает, особенно зимой. Это не создает какого-то холода, но при этом дышать в доме легко. Без этой системы не рекомендую каркасный дом вообще строить, потому что здесь будет реально очень влажно и душно. Кухня простая, функциональная, есть все, что нужно. Также ограниченная цветовая палитра, черный, белый, цвет дерева, чтобы не создавать здесь бардака какого-то. Здесь вот у меня есть посудомойка на 600, довольно большая, потому что гости приедут, очень много посуды остается, но не мыть же ее здесь в конце концов полдня. Есть духовка, варочная поверхность электрическая, вытяжка, и, собственно, там посудный шкаф, холодильник. Холодильник отдельно стоящий, потому что на даче нужен вместительный холодильник, а встроенный холодильник, он не очень вместительный. 2 встроенных холодильника я по бюджету как-то себе позволить не могу. Поэтому вот было принято такое решение. Кухонный фартук отсутствует вообще как данность. Стены из имитации бруса, и краска довольно устойчива к мытью. Если здесь появляется какая-то грязь, то это очень легко смыть. И, собственно, фартук мне здесь вообще не нужен и не будет нужен. Это уже проверено. Как можно экономить на отоплении? Причем колоссальные средства. Зимой мы выставляем здесь теплый пол на минимум. Энергопотребление минимальное у инфракрасного теплого пола. Буквально там совсем как у лампочки. Вот. Но перед тем, как нам ехать сюда, мы за 3 часа включаем дистанционно через приложение в айфоне конвекторы. Это вот такие вот умные розетки. Мы включаем их с айфона. И когда мы сюда приезжаем, здесь уже тепло. Таким же образом мы включаем бойлер, потому что бойлер, который греет воду, ест довольно много электричества. И чтобы вода была горячей к нашему приезду, нужно за 4 часа включить розетку бойлера через приложение в айфоне. Это очень удобно. Дистанционное управление организовано очень просто. Это беспроводные датчики, я не тянул никаких проводов. Все они висят просто и общаются друг с другом через хаб. Через единый хаб, который отвечает и за охрану дома, и за охрану участка, и за подключение вот этих умных розеток, бойлера. К нему можно также подключить еще очень много функций, но я ограничился вот этим, мне этого достаточно. Все-таки, это просто дача. Если приехали гости и нужно очень много спальных мест, то диван вот тоже раскладной. Мы специально купили раскладной диван. Вот эта нижняя часть выезжает вперед, получается спальное место на 2 человек. И вообще мы его раскладываем очень часто, даже не для спального места, а для того, чтобы просто почилить у телевизора. Очень такое классное лежбище получается со столиком. Просто удобно. Из кухни-гостиной мы попадаем в спальню. В спальне особенности такие. Большое панорамное окно в изножьей кровати. Очень приятно просыпаться по утрам и смотреть на природу. Для городского жителя это очень контрастное ощущение, очень расслабляет на самом деле. В спальне также ограниченная цветовая палитра, серый цвет, белый цвет и цвет дерева. Это тот самый клапан вентиляции. Здесь нет мотора, он вот таким образом открывается-закрывается, и из него идет поток воздуха, собственно, в ту вытяжку, которая находится в гостиной, которую я вам раньше показал. Почему во всем доме накладные светильники, они встроенные? Потому что за потолком нет места. Там сразу же находится пароизоляционная мембрана и утеплитель. Поэтому все светильники накладные, вот такие черненькие стаканчики. Почему я решил выбрать жалюзи в этом доме? Потому что вот смотрите, это же вот не окно, это дверь. Здесь жалюзи выполнены на специальных вот таких вот направляющих лесках. Таким образом я могу, не поднимая жалюзи, открыть дверь. Мне ничто не мешает. То же самое с окнами. Это довольно удобная система, когда жалюзи находятся прямо на оконной раме. В ванной есть все необходимое для нас. Стиральная машина, тумба с раковиной, душевая, зеркало с подсветкой. Душевая организована так. Она практически в уровень с полом, поэтому не надо перешагивать какие-то пороги. Несколько раз заказчики спрашивали на такую тему, может ли быть душевая стойка выше, чем душевая перегородка. И многие просят почему-то перегородку сделать или на один уровень, или еще выше. Но вот здесь душевая перегородка намного ниже, и у меня нет никаких с этим проблем. Вода, она не перельется сюда, никаким образом она не попадает выше, чем перегородка. Поэтому это вообще не проблема. В санузле плитка не везде, не на всех стенах. Плиткой решена только часть стен, та часть стен, куда попадает вода. А остальные стены — это имитация бруса, как и во всем доме. Потому что на самом деле не очень эстетично, когда плиткой заклеены вообще все стены, получается какая-то ветлечебница. Мне больше нравится комбинация материалов в этом случае. Вот вы сейчас видите, здесь все классно, все построено, все комфортно. На самом деле, чтобы до этого дойти, я очень замучился.
Просто дело в том, что я не располагаю какими-то большими средствами на то, чтобы построить дом. Это достаточно бюджетная постройка. Естественно, я обратился к строителям по принципу экономии. Я взял реально недорогую компанию. И то, что недорогое, хорошим бывает крайне редко, я это ощутил как нельзя лучше. Зная тогда, чем это для меня обернется, я бы лучше переплатил, честно. Я бы взял более дорогую компанию. Так что не экономьте, товарищи. Не экономьте. Интересный феномен. Когда мы находимся здесь, мы думаем, как здесь прикольно. Вот прикольно за городом, все очень комфортно, хочется здесь находиться. Когда мы уезжаем отсюда в город, мы, находясь в городе, думаем, как прикольно в городе, как комфортно вообще в городе. Вот. Соответственно, вот у меня появилось два места для жизни, загород и город. И они как-то контрастируют друг с другом. И оба очень комфортные, очень мне нравятся. Не знаю, это добавило в жизнь красок. Обязательно поддержите видео лайком, если вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А также обязательно переходите на наши ресурсы, мы оставим их под видео. Там очень много всего интересного для вашего вдохновения. Всем пока, друзья!